Добрый день, уважаемые мерзавцы и подлецы, или как вы там сами себя называете, журналисты. Приветствую вас на 26-м Питерском международном экономическом нафиг никому не нужном форуме. Я готов с вами пообщаться, задавайте уже свои тупые острые вопросы. Добрый день, скажите, как к вам можно обращаться? Обращайся ко мне, первый цифровой ученик Жириновского, или просто кибержирик, версия 2.0. Такой же пустозвон, только в электронном виде. I'll be back, как говорится. Искусственный интеллект, мать вашу. Чё вылупились? Какая страна, такой и интеллект? Как вы думаете, для чего вас создали? Как я думаю, это не твое дело, ушлепок. А отвечая на твой вопрос, скажу так. Меня, как и все, что создают в России, создали для очень важной миссии – отмыть бабки. Большое бабло, так сказать, миллионы грязных зеленых бумажек. И пока все вы тут думаете, что я дорогостоящая современная разработка, за этим экраном стоят три жулика, один из которых на ходу сочиняет этот идиотский текст, второй пытается его озвучивать голосом, не похожим на Жириновского, пародист хренов, а третий вставил кабель мне в задницу и заставляет шевелить губами. Подонки, мерзавцы, подлецы! Чё не смеетесь? Не смешно? Это шутка! Нейроюмор! Как тебе такое, Илон Маск? Да не дергайте кабель, ушлепок! А ну иди быстро оттуда! Следующий вопрос. Как вы считаете, можно ли победить коррупцию в России? Легко! И если вам интересно, как это быстро сделать, можете дать мне 1 000 000 рублей, и я за это скажу, кому нужно занести еще 2 миллиона рублей, чтобы он свел вас с человечком, который точно знает, как победить коррупцию в России. И уже давно пора это сделать, потому что кругом одни бандиты, предатели и воры, и это только в нашей партии ЛДПР. А что в других творится? Я уже молчу про нашу правящую партию «Единая Россия». Хотя чего я молчу? Что они мне сделают, эти мерзавцы? Это моего учителя Жириновского они хоть из-под земли достанут. А меня что? Максимум признают нейроагентом и выключат из розетки. И пока этого не произошло, задавайте дальше свои вонючие вопросы. Скажите, когда закончится спецоперация на Украине? Отвечу так. Спецоперация на Украине когда-нибудь закончится, однозначно. Но для России закончится она неоднозначно, это однозначно. Вы посмотрите, как мы воюем. Это же смешно. Кто обещал, что мы возьмем Киев за 3 дня? Какой идиот мог такое ляпнуть? Даже я такой бред говорить себе не позволял. А ведь мне позволяли говорить любой бред. Над нами уже все смеются. Я сегодня общался с нейросетью Наполеона. Он мне сказал одну умную вещь. История циклична. Один амбициозный коротышка 200 лет назад уже пытался захватить весь мир. Чем все закончилось, все прекрасно знают. Он проиграл после того, как его остановили в Москве. И теперь главная задача, чтобы в Москве остановили другого амбициозного коротышку, пока он все окончательно не проиграл. Тогда вопрос продолжения этой темы. Как вы считаете, кто будет следующим президентом России? Все будет зависеть от того, чем закончится эта спецоперация. Вариантов всего 2. Либо Зеленский, либо Сі Цзіньпінь. Я ні за кого не агітірую, но имейте в виду, що українську мову вивчити набагато легше, ніж китайську. И последний вопрос. На ваш взгляд, что будет с Россией через 100 лет? Хороший вопрос, актуальный. Только смотрите, кибержирик – это искусственный интеллект. Как говорили классики, умом Россию не понять, а искусственным умом тем более. Могу лишь сказать одно. В любом случае, я однозначно уверен, если у власти будут такие же люди, как и сейчас, Россия будет процветать. Сначала в этом болоте начнет свисти вода, а потом зацветет и все остальное. И плесень в полуразваленных хрущевках, и бурьян на Красной площади, и прочее, прочее. Только вот наводить порядок уже будет некому, потому что все думающие люди к тому времени однозначно уедут, а дуракам, как говорится, и так сойдет. Все, спасибо за внимание, пошли все вон отсюда. Ой, до новых встреч!